У всех иммигрантов, мне кажется, есть негласные правила. Если друзья приезжают в вашу страну, вы едете в тот город, в который они приехали. В этот раз Амалия впервые приехала в Париж, и мы, конечно, не задумываясь, прыгнули в поезд на встречу с ней. Обменялись подарками, а дальше пошли по плотному плану разных активностей, потому что для Амалии это был первый раз, а для нас это был, наверное, первый или второй раз такой туристический, потому что в Париже мы обычно бываем по документным делам, и это не так, чтобы весело. Поэтому добро пожаловать в эти несколько дней, когда мы почувствовали себя настоящими туристами в Париже. Впечатлены? Очень. Очень-очень сильно надеемся, что очередь не в музей, но как будто бы туда. Что там делать? И то, что сетка стоит, птицы их не едят, поэтому они там усердно размножаются. Понятно. Попытка номер 2 попасть в какой-нибудь музей. В этот раз это Гранд. Это Пяти Палас. Идем. Тут тоже очередь, но маленькая. Тоже пяти очередь. Ну да. Вау. Нас таки пустили в какой-то музей. Да. Пойдем. Так случайно получилось, что мы попали на выставку финляндского художника. Одновременно напоминал нам о детстве, потому что это как-то напоминает старые иллюстрации из книг или какие-то фрагменты детства, потому что я жила в довольно снежном регионе России. И хотя художник рисовал непосредственно про Финляндию, какие-то реки и виды, ракурсы, сугробы, все очень узнавалось, и создавалась такая атмосфера спокойствия, какой-то ностальгии, и мы очень здорово все это пообсуждали. Между вами Эйфелева башня. Вау, на ладошке. Видно. Хватит корчить, она очень медленно фоткает, поэтому не торопитесь двигаться. Другим важным планом был гастрономический опыт, но не такой, какой вы думаете. Мы пошли в грузинский ресторан, потому что мы очень соскучились по грузинской еде, и в нашем французском городе нет грузинских ресторанов вообще нигде. И Париж, наверное, это единственная возможность снова почувствовать себя как дома, потому что мы 3 года жили в Ереване, часто ездили в Тбилиси, и это огромная часть нашей жизни, и снова поесть вкусных горячих хинкалей было просто потрясающе. Архитекторы при реставрации ему позволили сыграть свадьбу здесь. Потому что он, по сути, курировал всю... Диан, когда он проходил через Париж, а не через Гринвич, он типа вот здесь пересекается с чем-то, я не помню с чем. Типа, если ты вот так постоишь, ты знаешь, что ты еще вернешься в Париж. Все. Натерли.
А теперь надевайте шапочки потеплее, потому что мы идем на исследование парижских блошиных рынков. Это, наверное, самая животрепещущая тема для нас с Амалией, и мне кажется, наша дружба во многом построена на совместном походе по разным барахолкам. И пока мы жили в Ереване, мы ходили на барахолку Раздан и покупали разные штуки, показывали друг другу, обсуждали. И теперь, когда мы находимся в Париже, мне кажется, в одном из городов, где вся эта культура очень-очень развита, мы просто не могли это пропустить. Мы сначала вкусненько позавтракали, напитались силами и пошли на изучение. Мы нашли несколько адресов, все это было в центре, на выходных, в первой половине дня. Адреса я оставлю и скажу немножко общего мнения и оставлю вас смотреть красивости. Для меня парижские барахолки оказались слишком аккуратными. Все стоит как на витрине, начищенное, вымытое, разложенное на красивом фоне. А я все-таки в барахолках предпочитаю порыться и поискать сокровища. А тут кажется, что ты просто пришел в магазин и выбрал уже все готовое, красивое. Но если вы новичок в барахолках или ищете, например, какой-то премиальный винтаж, то очень советую прогуляться по Парижу. Цены, конечно, дороже, чем в среднестатистических барахолках, например, у меня в городе, но иногда это того стоит. О, Шарль Азнавур. Это который Антон говорил? Не, это армянский. Да. Самый знаменитый французский армянин. Армянский француз. Да. Ну, в тот же день читать. Она керамическая? Смотри, какая утка, Гриша. Как у нас на озере прям. Такая, Space Invader. Ну, блин, ну вот почти. Еще одна тачка. Еще мы, конечно, как типичные жертвы ТикТока, не могли купить самое виральное масло интернета. Дегустация будет в конце видео. Я сейчас весь сыр высыпала. Zeynep, gördün mü? Луков. Но они тут тоже есть где-то. Да, давайте разберем пакет. Странно. К чему это? Внимание всем хейтерам лука, мы тут пробуем луковый суп. Еще одна такса. Выглядит как... Выглядит так же, как пьется. Ляна, это подруга Амалии, которая живет в Париже уже 10 лет, отвела нас в свой любимый ресторан, где мы наконец-то попробовали французскую кухню. Для всех, кроме Ляны, это был первый раз. И это, конечно, запоминающийся день. Merci beaucoup. Опа.
Это пюреха сыра. Пипец, оно как в И желудке луковый будет офигенно. О, Мне А, там прям хлеб. нравится. Это просто как очень-очень-очень нежный паштет. Вкусно? Офигеть. Других слов нет. Осторожно. Ну, типа, в сыром виде вообще терпеть не могу. В таком виде, ну, более-менее, в супах все нормально. Ну, типа, если он нарезан. Типа, если вот эта головка плавает и так далее, фу. А это прям... И какие-то вещи, там, не знаю, луковые какие-то эти. У нас опять там в духовке лук запекают, еще что-то. Фу. Я в шоке. Это типа, очень он вкусно. очень- Да. Погнали. Деньгай. Ну он плотный очень. Нет, Всё. он хороший. Кушайте. Я кушайте? Вы Да, кушайте. кушайте. Давайте вы кушайте. Давайте. Склейка. Да? Ну да ладно. Давайте. Давай. Прям в цвет Гришиной одежды. Юцу. Солено. Даже слишком. Со субтитрами. Ну, не знаю, на мой вкус просто соленое. Ты бутерброд с икрой, только без икры почему-то. Вот, тут морской вкус какой-то. Кислый вот этот морской вкус. 3. 3 из 10? Уж лучше бы икра. Мне кажется, 6 из 10 или 7 из 10. Надо второй попробовать. Пахнет даже не лимоном, а этими лимонными кексами. Зеленая шерсть. Ну да, Тебе это больше нравится? да. Оно спокойнее, не такое. Но оно все еще соленое. Ну вот когда уже половину вот я съела, я уже не чувствую вот таким соленым. 6. Какое для себя масло самое вкусное? Обычное. Я, наверное, 8 поставлю. Или 8,5 даже. Не, вот эта штука приятная. Я за масло с хлебом. Готова на воровство. Просто понт. Но попробовать можно. Можно и не пробовать. Мне кажется, довольно вкусный сувенир из Парижа. Скорее странный сувенир. Но заморочно это все вести. Обязательно вы кумируете. Да. Да.